Всем привет! Вы на канале NLFobit. Сегодня мы поговорим с вами о PZM Cache. Мы поговорим про основные моменты для понимания проекта и для того, чтобы у каждого зрителя сложилось правильное впечатление о проекте. В современном мире самой большой проблемой людей является мысль о том, чтобы делать покупки в обыденных нам интернет-сервисах и совершать платежи без проблем. Однако люди не решаются предоставить информацию о своей кредитной карте при совершении покупок в интернете. Они боятся делать покупки в интернете. И все потому, что у людей складывается недоверие к сервисам, которые предоставляют доступ, приобретение и доставки товаров прямо на дом. Помимо перечисленных проблем, это относится не только к покупкам, но и ко многим темам, таким как ставки на спорт или покупка билетов через интернет. Безусловно, в таких отраслях немало и своих мошенников, которые хотят украсть информацию о вашей кредитной карте. И чем больше людей думают об этих проблемах, тем больше они обращаются к подозрительным сайтам и тем больше теряют свои личные данные в интернете. На этом этапе мошенники крадут личную информацию в целях повсеместного использования. Чтобы избежать всех упомянутых мною проблем, мы сталкиваемся с проектом PZM Cache. Проект продолжает работу по предотвращению подобных ситуаций и стремится ввести его в действие. Идея создания криптовалюты PZMC – это новый вид платежей для быстро развивающейся экосистемы, в которой прибыль каждого участника системы обеспечивает рост общего благосостояния. Команда проекта делает стратегический упор на нарастающее масштабирование и балансировку спроса и предложения денежной массы. При запуске сети на этапе премайнинга будет выпущен всего 1% монет, и ключевым отличием PZM Cache от классического алгоритма POS будет механизм заполнения сети денежной массой. Механизм работы. Первое. Инновационная технология, которая будет использовать новый уникальный алгоритм POS из сетчейна, чтобы обеспечивать безопасность холодного кошелька. Второе. Децентрализованная комьюнити, которая принимает решения на основе голосования, которое будет встроено в кошелек. Третье. Высокая скорость генерации новых блоков. Новый блок будет каждые 60 секунд. Четвертое. Возможность использовать смарт-контракты для создания большого количества инструментов и сервисов, в которых будет использоваться PZMC. Пятое. Уникальная технология Web3.js, которая будет облегчать вход на сайты и сервисы через кошелек. Шестое. Исходный код будет доступен на GitHub для любого пользователя. Как это будет работать? Вы покупаете некоторое количество монет PZM Cache и держите их в кошельке, то есть имеете некоторую долю монет PZM Cache. За вашу лояльность, за то, что вы не тратите эти монеты, что придает им ценность, вы получаете процент на баланс своего кошелька. Это называется стейкинг. В проекте PZM Cache можно развиваться, увеличивая свой доход. Например, вы развиваете проект, увеличивая количество его пользователей. Это выгодно и проекту, и вам. Каждый новый пользователь приходит как ваш партнер, и вы выстраиваете структуру, что прямо влияет на ваш доход. Чем больше у вас партнеров, тем больше доход от структуры. Да, вы можете сказать, что это похоже на пирамиду и выглядит ненадежно. Но что вообще надежно в этом финансовом мире? Может быть, рубль или Сбербанк? Наверное, нефть. Тоже нет. Нет надежности, везде есть риски и есть возможности. Главное, помните, не вкладывайте больше, чем можете потерять. Не вкладывайте заемные средства и не жадничайте. Распределение монет. 4 вида криптовалют доступны для покупки монеты. Также, если мы переходим на сайт с покупкой, там мы можем увидеть, что оплата также возможна в рублях или долларах. Для этого необходимо связаться с поддержкой. Команда выделяет всего 10% токенов с премайнинга для себя и замораживает их на 1 год. Мобильное приложение. У проекта также будет доступно мобильное приложение для Android и iOS. В кошельке вы сможете в режиме реального времени отслеживать количество начислений на счет майнинга. На транзакции будет установлена минимальная комиссия, и также скорость транзакции обещает быть очень высокой. Используя QR-код, вы сможете отправлять и получать монеты. Дорожная карта проекта сейчас прописана только до 3-го квартала 2021 года. Команда ровно движется и придерживается графика. Ожидаем, что в мае 2020 года произойдет листинг монеты на CoinMarketCap. Изучив проект, я считаю, что есть большие перспективы. Уровень работы команды над проектом вдохновляет, как и количество уже собранных денег. Технологии, которые проект внедряет, показывают нам, что такая монета действительно может стать актуальным средством платежей в криптовалютном мире. Вы были на канале NLFobit. Спасибо за просмотр.